Привет, 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 песеры, с вами Морж, снова четверг, снова у нас небольшое обновление, снова у нас затянули техработы, тем не менее, игра уже работает, всем добро пожаловать. Во-первых, сегодня мы бесплатно получаем эпичную карту Ачо, потому что он амбассадор игры, плюс, наконец-то, мы получаем последний квест, собственно, в испытании сезон eFootball, где мы получаем еще одну бесплатную круточку на эпика. Наконец-то сегодня вопросы закончатся, почему, собственно, я не могу получить этого эпика. Нахожусь я на компьютере, потому что сегодня, к сожалению, команда недели у нас такая, что на мобилку оно мне все не нужно, а вот на компе можно вполне себе и пооткрывать. Забираем, конечно же, все подарочки, что нам дали, ничего не нужно делать, а чё просто появляется в вашей команде, ну, минимум пригодится под ивенты, собственно, мексиканской лиги. Но при этом сейчас вполне себе неплохо чувствуют низкие вратари с хорошей реакцией, поэтому он именно такой, вот, поэтому я думаю, что можно будет из него что-нибудь интересное слепить, и вполне возможно будет прям очень классным игроком. Давайте смотреть по ивентам, чего нам добавили, пока здесь у нас ни хрена, значит, в команде мечты, как обычно, я думаю, мексиканская лига будет, да, дебютный матч я здесь даже не сыграл, ага, вот он, ивент, здесь можно получить мандат на контракт какой-то, да, понятно. Мы получаем один контракт, еще один контракт, и 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 потом еще два контракта. Короче, 2. Вот столько можно получить. Проходим, можно против искусственного интеллекта, проблем это никаких, собственно, не составит. Также у нас испанская лига с бесплатной круткой на команду недели. J-лига, это понятно, это заканчивается, стартер это понятно. Вот еще один ивент. Значит, здесь у нас в наградах куча команд для использования. Награды 10 тысяч опыта 2 раза, 10 тысяч опыта 2 раза. Ну, в общем, если вам нужен опыт, вот это тоже можно пройти. Барселона появляется у нас. Чего здесь можно получить? Бесплатную круточку на команду недели точно так же. Опять же, проходим. У нас такое было с Наполи, у нас такое было с Баварией, да, вроде бы. Вот. И все это дело получаем. Ну и стандартное соревнование против пользователя на 50 монет. Напоминаю, что если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, пишешь мне в личку в Телеграме, ссылки в описании, закрепленном комментарии. Ребят, но с одним но. Сейчас поменялись цены, сегодня они поменялись, и пока что, ну, ближайшие 3-4 часа донат работать не будет. Вот, мне нужно разобраться, где, как, чего, куда, привести все это дело в порядок. Я в своем Телеграме, ссылки там же, сообщу, когда донат работать будет. Так, что я еще тут не посмотрел, на чем не заострил внимание. Вот он, собственно, рекламная кампания Сачо. Мы получили его на халяву, плюс можно получить 2 раза по 100 тысяч ГП, ну и вот эти контракты все, которые в ивенте, и еще 80 тысяч опыта. 80 тысяч опыта, на самом деле, это абсолютно ни о чем. Вот, на самом-то деле, заговариваюсь я уже. Да, что еще хотел сказать, что еще хотел отметить. Но надо вспоминать, что я еще хотел отметить. Ладно. Да, хотел отметить, ребят, что свою личку в Телеграме я немножечко изменил. Собственно, ник, то есть у меня было VM eFootball, две последние буквы были маленькие L. Сейчас я сделал большие L. Если вы наберете маленькие, вы все равно попадете на меня. Но чисто визуально у меня огромное количество фейков появляется в последнее время. Пидорасы лютуют, по-другому назвать я их не могу. Стараются кидать людей на аккаунты, стараются кидать их, собственно, на бабки, поэтому я стараюсь защитить вас, стараюсь как могу. Бороться с этим я не могу, в принципе. Телеграм скажет, иди нахрен. Вот. Поэтому я стараюсь хотя бы таким образом защитить вас. Будьте бдительны, ребят. Я никогда не выступаю гарантом в сделках. Я не продаю аккаунты, я только пополняю монеты. И всегда, если вы сомневаетесь, вы можете получить голосовуху от меня. Даже если я не выступаю гарантом, просто я оказываюсь в сделке и зовут гаранта, это точно не я. Вот просто видите сделку с участием меня, это не я. 100% не я. Поэтому просто будьте аккуратны, это ваши деньги, и вы о них должны заботиться. Ладно. Дают нам бесплатную круточку на, собственно, вот этих ребят, шоу-таймов от Барселоны. У нас здесь 2 человека. Ну и, конечно, Куба жапанцы не могли не впихнуть, потому что мы так интересуемся Куба, ребят. Ну, прям очень сильно. При этом у нас появляется Левандовский с навыком феноменальный финишинг и Арауха. Кроме них, здесь, как обычно, у нас уже ребята, которые попадают типа в сборную года. Хименес, Родриго, Рюдигер, Мерина, Гризман, Алекс Гарсия, кто-то еще, Давид Гарсия и Лецма.
Ну, в общем, такие ребята, не знаю, оранжевый фон мне не особо нравится. Давайте глянем, что это за навык. Это такой же, как был у нас у Холланда и всех остальных супернавык. Так, где тут про супернавык? Скоординированные удары. Повышается сила и точность завершающих ударов из нестандартных положений тела. Да, наконец-то они взяли и дали спецнавык какой-то карточки, которая не была вот в тот раз. Ну что ж, Лева, я думаю, будет очень даже хорош с этим навыком. Левандовский, да, не слишком быстрый форвард, но великолепнейший завершитель, стабильная физическая форма. По навыкам, ну, финтов у него нет, я таких и люблю. Плюс вот эти скоординированные удары у него будут. Я думаю, будет хорош. Но вы сами понимаете, что умение атаковать и реализация тут будет загоняться в 95 где-то. Ну, при этом не слишком быстрый, конечно. Ну, тут такое. Появились у нас эпики испанской лиги. Торрес, Карлос и Вандервард блестящий. Вандервард стиль классическая десятка. Сразу нет. Сразу нет. Торрес охотник за голами. Тут пойдет. Ну и Карлос атакующий защитник, конечно же, с... Ёлки-палки, что у него с защитой сделали? У него защита, как у нападающих. Блин, у Кавани агрессия больше. Помните, мы Кавани открывали? Но я думаю, его под левого полузащитника надо будет качать. Защитой тут не пахнет. А вот ЛПЗшник будет нормальный. Ну, как мне кажется. 10 навыков окей. Стабильная физическая форма. Тут тоже все окей. Ну и две команды недели у нас сегодня выходят. Да, кстати, у нас вышли новые номиналки с мексиканосами. Честно, какой-то достаточно странный стиль карточки. Она типа и не черно-белая, но, ну, не знаю. Карточки, как по мне, выглядят странно. Немножко всрато, я бы сказал. При этом очень много пятизвездочных игроков. Будете ли вы тратить на это пятизвездочные контракты, я очень сомневаюсь, на самом-то деле. Но вот какие-нибудь тройки можно взять. А, тут одна тройка всего. Но вот этого товарища можно взять чисто для ивентов, да, потому что тройки надо куда-то спихивать. Вот его можно взять. Четверки и пятерки на это тратить, ну, я считаю, что это расточительство. Ну, может быть, четверки, вот если кто-то из них прям хорош, Гузман. Ну, быстрый, с ускорением для центрального защитника, 174 сантиметра, спасибо. Опять же, очень быстрый и скорость, и ускорение, правый защитник, атакующий защитник. При этом кое-что в защиту умеет. Ну, вот это, кстати, возможно, и неплохо для четверочки-то. Для четверочки. Ну, такое, Пизарро. Пизарро, 32 года, якорь 186 сантиметров, защиту он ок, скорость ускорения не ок. Не, это вряд ли будет что-то интересное. Чавес. Ну, хороший пас. Хороший пас. В защиту кое-что. Ну, как четверка, возможно. Вратарь, ладно, тут бессмысленно даже смотреть. И Кабрал, подключение к атаке, 182 сантиметра, нормально в защиту. Игра головой, пас какой есть. Ну, вот это, возможно, для четверки неплохо. Ну, опять же, такое себе. Чисто для региональной, так сказать, интерес по регионам, по этим контрактам. Я их вряд ли буду брать. Ну и первая команда недели. Давайте смотреть, чего у нас здесь. Морено. С рейтингом 96. Играл за него. Мне понравился. Мне реально понравился. Что у него классно. Да, он не супер быстрый по скорости и ускорению, но у него великолепный пас для центрального нападающего. При этом умение атаковать есть и реализация есть. То есть, ну вы видите, пас низом 83 для ЦНа это офигительно. Вот. Плюс у него 9 навыков, плюс стабильная физическая форма. Здесь он хорош, вопросов к нему нет. Тиаго Силва от Челси. Ужасная агрессия, 80 для центрального защитника, 94, это ужасно. При этом классный прыжок, игра головой, да, не сильно быстрый, ну и 183 сантиметра. 10 навыков здесь хорошо, стабильная физическая форма. Дембеле вполне пойдет. Рэмсдейл вполне пойдет, мне нравится реально, даже как его обычная карточка стоит. Гави, вот он может вызывать интерес, с него, в принципе, рисовали карту, которая была у нас Big Time Гави. Ну, это чуть похуже, наверное, будет. Хотя надо сравнить, на самом деле, это еще может лучше оказаться. Во-первых, стиль атакующий полузащитник, поэтому вы спокойно его можете ставить на АПЗ. Во-вторых, естественно, дрибла, контроль, удержание, отличный пас низом, ускорение пойдет, отличный баланс, агрессия, вовлеченность в защиту великолепно, но при этом умение защищаться и подкаты жопа. Ну, как-то так вот его нарисовали. Пас навесом 80. Для левого полузащитника считаю, что пас навесом маленький. Вот. А вот для атакующего полузащитника, который будет отдавать в основном пасы низом, 88, здесь все пойдет, все отлично. Вот за этим Гави вполне себе можно поохотиться, мне кажется, он интересен. Далее у нас Рэш на позиции левый полузащитник. Кстати, я уверен, что будет лучше, чем левый нападающий. Я помню его эту карточку. Сравнивать, конечно же, надо. Великолепная скорость ускорения, сила удара. Умение атаковать вот для левого полузащитника прям очень пойдет. Но это получается, опять же, левый полузащитник-завершитель, да? Пас низом, пас навесом, херня. Вот. Поэтому это должен быть такой левый полузащитник, который будет быстро бежать, сильно бить и именно открываться на ворота.
Если вам такой нужен, конечно же. Остальные здесь, по-моему, вот это... нет, не вот этот, не Гримальдо, а Гибс Уайт. Тоже, опять же, ну просто я вот с каждой командой недели выкладывал игроков, которые получили буст по сравнению со своей основной позицией. Вот я Гибса Уайта точно помню, вот. И он точно забустован. Я не помню, он, по-моему, АПЗшник изначально. Ну, то есть, смотрите, умение атаковать 77 для рейтинга 92 это херня для центрального нападающего. Но при этом пас низом 90. То есть, намекает, что он полузащитник изначальный. Скорость ускорения пойдет, сила удара отлично, баланс, выносливость, здесь все хорошо. 10 навыков ему нарисовали, стабильная физформа тоже интересен может быть. Опять же, куда же без жапанского куба, мы без него вообще не можем. Ну и вторая команда недели, здесь я сразу такой вижу Холланда и думаю, а может быть они действительно сделают интересно. Но они не сделали интересно. Объясню почему. Я думаю, многие, кто играет в PES давно, догадались, что я хотел бы Холланда, который охотник за голами. Вот почему они не повторили Холланда, который охотник за голами. Сейчас все Холланды это лис у ворот. А вот сюда запихнуть бы в команду недели охотника за голами, было бы здорово, было бы круто. Ну, Холланд есть Холланд, тут многого не добавить. Лаутаро рекомендую. Кросс, хорошая карточка. Шмейхель не очень неплохо стоит, кстати, тестировал. Эрик Гарсия для поклонников Барселоны. Нкетия для поклонников Арсенала. Ди Лоренцо, если Наполи. Сауль, по-моему, Сауль уже не в Атлетико, если я не ошибаюсь. Или в Атлетико. Надо загуглить, на самом деле. Вот. А остальные такое себе. В общем, у меня здесь 1690 золота. Давайте 8 отсюда откроем. Вот. И 8 из той команды недели откроем. Посмотрим, кто мне выпадет. Может, выпадет что-то хорошее. Вот. Но вот если бы действительно Холланда охотников сделали, было бы охренительно. Вот действительно, было бы охренительно. Но, к сожалению, не сделали. Такс, первый пак полетел. Англия. Ну что, Холланд вполне возможен холодильник, но это не холодильник. Это у нас Боуэн. Кто такой Боуэн? Ну, как я понимаю, он из Вестхэма. Атакующий полузащитник. На позиции оттянутый форвард. Скорость ускорения, дрибла. Ну, пас такое, реализация. Ну, он скорее атакер, да. Атакер. 10 навыков, обычная физическая форма. Извини, ты не очень интересен. Я все-таки рассчитывал на холодильника. Ладно, второй пак здесь открывается. Реально, 8 там, ну, и вполне нормально будет. Вот, здесь хотя бы какая-то интрига есть, да. Но все равно, мне кажется, Konami по интриге не дотягивает до FIFA. То есть лига, вот все равно нужно было бы добавить там национальность, позиция, ну вот это вот все. Мне кажется, FIFA лучше держит в напряжении игроков. А это многие на самом деле очень любят именно в открытии паков. Фунес Мори, лис у ворот, центральный нападающий. Сразу нет. Третий пак открывается. Мне в Англию. Ребят, мне в английскую лигу, мне там хорошо, мне там комфортно, мне там уютно. Konami, как насчет отправить меня в Англию? Нет, отправляют меня в Италию. 4 звезды, значит, что-то плохое. Это изначально уже можно пропускать. Ди Лоренцо, да, судя по всему, мне выпадает. А нет, Симеона мне выпадает из Наполи. Ну, умение атаковать, реализацию. У меня Симеона, по-моему, за номинальный контракт какой-то был. Вроде за номинальный контракт. А может за матч-пас. Я уже, если честно, не помню. Konami реально перебирая с таким огромным количеством карточек в игре, уже просто теряешься в этом всем. А действительно популярных футболистов у нас уже, ну вообще с перебором, там 15 карточек, блин. Ну, это совсем звездец. Французская лига, 5 звезд Шмейхель. Сын великого Шмейхеля, но это тоже очень даже неплохой воротарь. Как вы помните, играл в Лестере. Сейчас, к сожалению, играет во Франции. Мне понравился, честно. Вот как он в игре себя ведет, мне понравился. Да, с одной стороны, это атакующий вратарь, я все-таки больше по обороняющимся. Вот, но, тем не менее, нормальный. Вот вполне себе. Ладно, еще следующий пак открывается. Мне 13, да, должно быть по 21 игроку здесь в паке. Приятно, что можно открыть всех и выбить в любом случае игрока, который тебе нужен. Испания. Но можно было бы делать по 11, на самом-то деле, а не 21. Konami сволочи. Кросс. Кросса, опять же, рекомендую. Вполне себе. У меня именно такой же кросс на мобилке в собранном мадридском Реале. Великолепнейший пас низом, пас навесом. Причем я его чаще всего на атакующего полузащитника ставлю. Во-первых, там стиль дирижер не работает. Меня это вполне устраивает. Во-вторых, с таким пасом низом, пасом навесом. Плюс у него хорошая сила удара. Плюс у него навыки есть. Плюс у него стабильная физическая форма. Короче, на АПЗшнике он смотрится очень даже здорово. Поэтому, если поймаете, рекомендую его там попробовать. Следующий пак. Ну что, холодильник там мне дадите или не дадите? Дайте мне холодильника. Хочу его. Не знаю, нахрена он мне нужен. Просто хочу. Вот просто хочу и все. Отсюда надо забрать Холланда. Вот, английская лига. Ну, давайте, 5 звезд. Отлично. Холодильник. Холодильник, вот, все, договорились. С Konami легко договориться, на самом деле. С Konami договориться легче, чем с собой.
Просто нужно им накидывать, и они такие: хорошо, ладно, Морж, мы тебя поняли. Ну, холодильник так холодильник, забрал ты его. Вот, ты доволен, я доволен, все. Вот я доволен, на этом можно заканчивать. На самом деле, этот пак, по-моему, вообще уже смысла открывать нет. Ну, Лаутара можно поймать. Не, давайте в следующий пойдем. Давайте пойдем в следующий. Значит, здесь у нас Морена, Асимхен, вот это вот все. Какую здесь цель поставить? Я не знаю. Давайте, когда выпадет Гави, на этом я закончу. Вот как бы так. Вот хочу Гави левого полузащитника. И именно причем, вот интересно, он реально за команду недели за этот матч получил, а потом он получил еще бигтайма за этот матч. Ай, Канами, вы такие выдумщики, вы так любите разнообразных игроков нам давать, одних и тех же нахрен по которому количеству раз. А здесь коллега, нет, Гави здесь не будет, здесь будет 5 звезд. Но здесь у меня будет Решфорд, да, судя по всему. Решфорд с позиции ЛПЗшника. Опять же, вот запомнилось мне эта его карточка, он должен быть лучше, чем левый нападающий Решфорд. Лучше ли он, чем центральный нападающий Решфорд, я не знаю. И на самом деле, я бы его ставил, вот если бы у него позиция оффа была родная, ну, одной из родных, я бы его туда ставил. Охренительная скорость ускорения, сила удара и завершения. Ну, в смысле умение атаковать. Реализация, да, 78. Пас низом, пас навесом 73-76, но он не очень полузащитник. Он завершитель все-таки, умение атаковать, вот это вот все. Но, к сожалению, оффа ему здесь не дорисовали. А могли бы вполне. Мне кажется, Konami именно такими приколами могло бы хорошо разнообразить нашу игру, добавлять всякие разные карточки. Ну и, да и в принципе, делать веселее, быстрее, умнее, скоростнее, ну вы поняли. Италия. Тоже Хави здесь не будет, здесь вообще будет 4 звезды, поэтому это мы пропускаем. Снова игрок Наполи, да, снова игрок Наполи, это Рахмани или Рахмани. Ну, 192 сантиметра, это круто. Вот, но агрессия 79, это не круто для центрального защитника. Как-то так. Ну что ж, Гавичка. Там холодильничек нужен был, здесь Гавичка нужен. Konami, я вас там поуговаривал, давайте я вас здесь поуговариваю. Дайте мне Гави. Ну дайте мне Гави. Турция, Суперлига, 5 звезд, Икарди. Наверное, Икарди, кто там еще может быть? Да, собственно, Икарди мне выпадает. Кстати, тоже достаточно приятная карточка на самом-то деле. Тоже мне он выпадал, вот когда он был в команде недели. Не особо бегающий, не особо ускоряющийся, но умение атаковать и реализация пойдет. Плюс сила удара. Лис у ворот, все дела, но... Мало, я думаю, кто собирает, на самом деле, турецкие клубы. Ну, турки, наверное. Ну, я имею в виду, по крайней мере, из русскоязычных мало кто собирает турецкие клубы. Хотя у кого-то я видел Бешикташ, у кого-то я видел Галатасарай фуловый. Голландия 3 звезды, прям сразу нет. Спасибо, вот ты, конечно, хорошо прыгаешь, ты молодец, ты вратарь, но сразу. В Голландии, если не 5-звездочный, то есть только один топовый вратарь, это Нюперт. Вот Нюперт, он молодец, он топище, он красавчик, он замечательный. Остальные сразу нет, сразу просто нет. И снова Италия. Да дайте мне Испанию. 5 звезд. Хорошо, конечно, Асимхен может выпасть. Дибала, да? Наверное. Да, Дибала мне выпадает. Ну, у нас он и в номинальных контрактах был, идеи его только не было. Здесь позиция центрального нападающего. И, по-моему, именно такой Дибала у меня есть. Для центрального нападающего охренительный пас. Вот здесь вообще придраться не к чему. Реализация, умение атаковать пойдет. Ускорение более-менее есть, баланс. Но, опять же, ставьте его на офф. По-моему, на офф он где-то должен быть 95-96. 10 навыков хорошо, нестабильная физическая форма, говно полное. Вот как обычно, блин, Дибале всегда рисует херовую физическую форму. Это раздражает, на самом-то деле. По-моему, даже какой-то у нас был Дибала бигтайм, и там, по-моему, нестабильная физическая форма. Ну, типа, ребят, вы бигтайм карточку выпускаете, она дорогая. Она дорогая, дайте ей нормальную физическую форму. 5, Испания, Гави. Нет, это, конечно же, жапонец. Это же жапонец. Не, это Силва, я думаю, Куба. Или Куба в другом паке. Силва. Кстати, вот только он у нас был, опять же, от Испанской лиги, да? Ну, атакующий полузащитник. Понятно, дрибла и пас низом. Ну, типа все, бегать особо не будет. Выносливость просто вообще сливай воду. При том, что АПЗшники возвращаются обратно. Ребята, его хватит на 22 минуты на поле. Не, на 22,5. Вот, 22,5 минуты на поле первого тайма. Он нахрен умрет. Он просто умрет, его можно будет закапывать. Кстати, по-моему, сейчас на ютубе нельзя говорить слово умрет. И поэтому мне снимают монетизацию постоянно. Ну, ладно. Ютуб цифровой концлагерь, мы к этому привыкли. А мы цифровые узники концлагеря, которые идут в цифровые, собственно, ну вы поняли. Ладно, английская лига. 5 звезд. Супер, круто, но мне нужна испанская. 10, Гибс Уайт. Вот этот парень, опять же, просто у меня в памяти, что называется, остается, что я про него делал пост. И он, по-моему, изначально АПЗшник. Либо ЦПЗшник даже.
Вот он либо ЦПЗшник, либо АПЗшник. Опять же, повторюсь, для центрального нападающего пас низом неимоверный. Просто неимоверный. Вот. Но такое себе. Кстати, в защиту еще умеющий. Ну так, более-менее, да, опять же, для центрального нападающего. Они вообще, как эти карты делают и как это все дело работает? Они берут карту условного центрального полузащитника, переставляют его на позицию центрального нападающего, естественно, он там меньше в рейтинге, да, и просто дотягивают его статами до центрального нападающего, не забирая статус центрального полузащитника. Именно поэтому, когда игрок меняет позицию, он часто становится имбой. Марш мне выпадает. Единственную Марш, которую я знаю, это жена Гомера Симпсона, естественно, но это атакующий полузащитник. Скорость ускорения, сила удара. Бля, нахрен тебя сразу, Марш. Ты не тот Марш, который мне нужен. Вы не тот... Ой, блин, это не тот дроид, которого вы ищете. Такая вот вам отсылочка к Звездным войнам. Дайте Гави. Ну дайте. Блин, видео длинное, потому что у меня в последнее время видео все длиннее и длиннее становится, на самом деле. Голландия, сразу нет. Сразу нет. Нет, мне нравится эта страна, и меня абсолютно устраивает здесь жить. Но мне не нравится, когда мне игроки отсюда упадают. Опорник с ростом 169. Вот просто, 169. Но при этом для опорника отличное ускорение. Вот. И баланс великолепный для опорника. Но для роста 169, ну да, конечно, мы сами все это понимаем. А что он там будет опирать? Он скорее подпорник. Ну, с ростом 169 это подпорник, а не опорник. Для взрослого мужчины, естественно. А то я сейчас знаю людей, которые меня смотрят. Если у тебя в 13 лет или в 14 рост 169, то все охренительно. Вот. А если у тебя в 25 такой, ну, все равно. Маленькие тоже нужны. Всякие люди нужны, всякие люди важны. Бандитос Асимхен мне выпадает. 5 звезд. Опять же, недавно он у нас был. Скорость, ускорение, умение атаковать, реализация, остальное. Пуф, просто. Как обычно, блин, Асимхен, сколько раз его карточка выпускалась? Типа, вот сейчас его чуть ли не амбассадора PES хотят сделать. Ребят, 5 навыков. 5 навыков! Ну дайте ему хотя бы ударов больше, там всякий удар подъемом, удар с наклевом, ну и так далее. Ну типа, нарисуйте хотя бы это. Нахрена ему 5 навыков? Обычная физическая форма. Ну, вот бесит. Вот и... все, недостаточно монеты eFootball. Вот, на этом у меня все закончилось. На этом у меня закончились деньги, я даже не заметил. У меня, конечно, бесплатная круточка еще вот этих ребят есть. Давайте, Левандовский, сразу Левандовского засылай. Канами. Нет, засылают мне белую полосу на стадионе, значит здесь никого не будет. Ну что ж, вот такой бэкопенинг у меня получился, вот такая вот обнова. Ребят, пошел я... Ну, конечно, в первую очередь заниматься работой, во вторую очередь разбираться с донатом. Опять, блин, вот эта смена цен, это, конечно, удар под дых, и это потребует времени, чтобы я с этим всем разрулился. В общем, пиши, открывал, не открывал, что тебе выпало по стандарту. Постараюсь отвечать на комментарии. Сегодня, может, не так активно, потому что реально сейчас нужно проработать кучу информации. Но все равно буду стараться отвечать. Ребят, лайки, комментарии бесплатно, пользуйтесь этим. Нужные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. На этом прощаюсь. Спасибо, что провели этот небольшой кусочек дня со мной. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.